Как я и говорил в своем прошлом ролике, самый ходовой способ снять кого-нибудь сейчас с выборов – это обвинить в нарушении авторских прав. Сейчас вот таким методом Самарский суд отстранил от предвыборной гонки коммуниста Михаила Матвеева. В его соцсетях нашли чужие фотографии, а в агитации якобы обнаружили шрифты, принадлежащие американской компании Microsoft. Сама компания никаких претензий Матвееву не предъявляла, конечно, но в таких делах интересы правообладателя можно защищать и без его ведома. Аналогичным образом, впервые в истории путинской России с выборов сняли не отдельного кандидата, а целый федеральный список. 80% судебного процесса было посвящено авторским правам на фотографии, рисунки и цитаты. Но, когда была опубликована мотивировочная часть решения суда, опубликуется она спустя время после окончания заседания, оказалось, что в нее, помимо всех фотографий, рисунков и цитат, угодил еще один занимательный документ. Аналитическая записка Российской ассоциации блогеров и агентств. До публикации мотивировочной части я и предположить не мог, что суд, даже путинский образца 26 года, как-то примет эту бумагу во внимание. В иске было очень много шлака, который иск в итоге отклонил, но эту бумагу принял. Поэтому важно разобраться, что это за записка такая и что за ассоциация, которая ее составила. Может так оказаться, что многих ее руководителей или членов вы знаете лично. Поэтому в конце видео я попрошу вас написать этим людям и предложить написать нормальную, адекватную бумагу и представить ее в апелляции, которая состоится в понедельник. Но об этом позже. Ассоциация блогеров и агентств – это профессиональное объединение медиа-агентств, в которые входят представители ряда наиболее популярных русскоязычных авторов. Среди указанных на сайте блогеров Мамекс, Максим Голополосов, он же Макс плюс 100-500, Катя Клэп и еще 370 других человек. Главным образом, это ассоциация не прям блогеров, а агентств. Административные истцы от партии Родина заказали у этой ассоциации блогеров аналитическую записку. Документ называется так: «Оценка коммерческой стоимости размещения материалов в поддержку политической партии Яблоко в социальных сетях и мессенджерах». По смыслу он следующий. Давайте, мол, предположим, что все публикации в интернете в поддержку Яблока были Яблоком проплачены. И исходя из такой гипотезы посчитаем, сколько все эти статьи, посты и видеоролики могли бы стоить. Таким образом, строится обвинение в незаконном финансировании предвыборной кампании. Якобы средства на агитацию идут мимо избирательного счета. Да еще и всяким пользователям заблокированных соцсетей и иноагентам. Обвинение основывается исключительно на умозрительном предположении, которое поставлено на другое умозрительное предположение. Предположим, что все проплачено, а затем предположим, сколько это могло бы стоить. Понятен степень абсурдности. В аналитическую записку вошло 11 постов, например, Кирилла Гончарова. Ассоциация блогеров предполагает, что их совокупная стоимость могла составить 102 960 рублей. Кирилл Гончаров – председатель Московского регионального отделения «Яблоко». Главе столичной ячейки не нужно проплачивать посты, чтобы он на своей личной странице рассказывал что-то про партию, который сам же и занимает руководящую должность. Так каким же образом была получена сумма в 102 960 рублей? А вот каким. У Гончарова в списке 4900 друзей. Если бы он был профессиональным блогером, то теоретически мог бы получить 9360 рублей за каждый пост. Прям точно так же расценки Ассоциация блогеров предполагает у актера театра и кино Виктора Балабанова. 4900 подписчиков, 9360 рублей за публикацию. Таким образом, 43 поста про Яблоко за них он мог бы получить 402 480 рублей. Однако Виктор Васильевич Балабанов является членом бюро отделения Яблоко в Московской области. Более того, как и Кирилл Гончаров, он входит в партийный список на предстоящих выборах. Балабанову нет необходимости платить, чтобы он хорошо высказывался о своей же партии, от которой баллотируется. А если посты и были бы оплачены, так покажите тогда какие-нибудь банковские проводки, поступления на личный счет Балабанова, иные доказательства. Аналитическая записка от ассоциации, которая знать не знает, кто такие Гончаров и Балабанов, это не доказательство, это домысел на домысле. По мнению ИСА «Яблоко», минуя официальный избирательный счет, проплачивала своим же кандидатам, действующим и бывшим членам партии «Яблоко»,
публикации. Проплачивала известным спикерам вроде Екатерины Шульман. Ведь не могла же профессиональный политолог за бесплатно упоминать в эфирах политическую партию в предвыборный период. А еще Яблоко якобы проплачивало посты обычных пользователей соцсетей. Так, по мнению ИСА, владелец инстаграм-аккаунта li3211oz получил за публикацию 105 рублей. При этом авторы записки дважды ошиблись. Они указали, что этот li3211oz имеет 109 подписчиков. В действительности там 15 подписчиков, а 109, наоборот, подписок. А ссылка на пост приложена вообще не та. Она ведет к другой публикации. В сводку проплаченных попала пользовательница, у которой 75 подписчиков. Есть пользователи, у кого подписчиков 171, 348 и так далее. Непонятно, зачем вообще ассоциация блогеров оценивала посты людей, которые точно не являются лидерами мнений. Гипотетическую стоимость их постов сама же ассоциация оценивает в сотни, в лучшем случае в пару тысяч рублей. Зато больше всех озолотился на Яблоке Александр Штефанов. 13 упоминаний партии в Ютубе, ТикТоке, Телеграме и Инстаграме оцениваются в почти 10 миллионов рублей. Всего Яблоку предположительных нарушений предъявлено на 88 миллионов. И предположительно каждый 9-й рубль достался Александру Штефанову. При этом, по мнению ассоциации блогеров, один пост в телеграм-канале Штефанова на 172 тысячи подписчиков стоит более 2 миллионов рублей. В Ютубе у Александра, согласно документу, 658 тысяч подписчиков, но там почему-то расценки ниже – 1 миллион 280 тысяч 524 рубля за видео. Даже если бы мы представили, что Штефанов упоминал Яблоко за деньги, чему нет ни одного доказательства, и это просто не так, но даже в этом случае оценка затрат безумная. Она не укладывается ни в какую логику. В аналитической записке много раз упомянут Андрей Пивоваров. Посты его оцениваются не очень дорого, зато их много. И истец презюмирует, что Яблоко тайно их оплатило. Однако Андрей Пивоваров сам 5 лет назад на выборы шел от партии Яблоко. Почему же он в порядке частной инициативы не мог поддержать партию, от которой когда-то выдвигался? Такая поддержка находится вне зоны ответственности самой партии. А если вы утверждаете, что имелась финансовая заинтересованность, то покажите что-то большее, чем рыночную оценку постов, сделанную по методологии, которая вообще не выдерживает никакой критики. Вообще в записке сделали обзор прям всех публикаций, которые были. Там и Михаил Ходорковский, и Владимир Карамурза, и даже Каспаров.ру. Вам наверняка интересно, упомянут ли в расчетах мой YouTube-канал или какие-то другие соцсети. Нет, ни разу. Ни единого твита, видео или упоминания, телеграм-поста. Ничего. Аналитическая записка Ассоциации блогеров рассматривалась на заседании 10 августа. В суде адвокат Яблока Гаджи Алиев указал, что в документе нигде не подтверждается факт совершения оплаты, а используются лишь гипотетические обороты. В записке используются предположительные формулировки. Стоимость публикаций может составлять. Стоимость охвата может составлять. Расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке. Она не отвечает на юридически значимые вопросы. Более того, Гаджи Алиев указал, что и предполагаемая сумма гипотетических нарушений посчитана с ошибками. В частности, адвокат усмотрел признаки двойного учета. Сам по себе охват публикации не является денежным расходом. В-третьих, административным лицом не исключен двойной учет одних и тех же результатов. Стоимость размещения публикаций, как правило, уже определяется с учетом размера аудитории автора, количества подписчиков и предполагаемого охвата. После этого к стоимости той же публикации дополнительно прибавляется расчетная стоимость ее фактического либо предполагаемого охвата. Фактически один и тот же информационный результат может быть учтен дважды. Между прочим, это тоже важно. По закону партию снимают с выборов, если у нее обнаруживают финансовых нарушений как минимум на 35 миллионов рублей. Сумма имеет значение, и есть большие вопросы к тому, как в документе ее удалось раздуть аж до 88 миллионов. Не мудрено раздуть, если оценить один пост средних размеров в Телеграме в 2 миллиона, а потом еще и посчитать его дважды, а также учесть все посты, даже которые
к агитационному периоду-то не относились. Напомню, так называемого иностранного финансирования Яблоку смогли предъявить лишь на 16 900 рублей, которые на избирательный счет Яблока перевели не иностранцы, а граждане России. Просто у этих российских граждан были какие-то зарубежные доходы на протяжении последних 3 лет. Все это иностранное финансирование — формулировка исключительно для новостных заголовков. Ну или, может, для Путина, для красной папочки. Нарушением, влекущим снятием, они не признаны. А вот обвинение в том, что партия провела 88 миллионов мимо кассы, как раз легло в основу решения о снятии. Его нужно отбивать. Аналитическая записка, которая ничего не утверждает, а накладывает друг на друга разные гипотетические модели, является документом настолько незначительным, что я и подумать не мог, что Верховный суд включит его в мотивировочную часть решения. Когда мы разбирали судебный процесс, подробно на этом документе даже не останавливались. Ну, бред, он и есть бред. Но Яблоко отбило все основные претензии по авторскому праву. И суд все-таки включил аналитическую записку, наряду со всякими какими-то другими нарушениями авторских прав. А значит, важна позиция Ассоциации блогеров, от имени которой составлена эта бумага была. К этой ассоциации, напомню, относятся сотни популярных российских блогеров и артистов. Ну, через агентство, но тем не менее. Я думаю, в их силах разобраться, кто именно поставил печать на документе, и документ этот отозвать. Тут надо отдельно проговорить, что это за лавочка такая, это партия Родина. Это прям натуральные фашисты. Среди самых мерзких политических приплодов администрации президента это самое днище. Это люди, которые упиваются кровищей давно и профессионально, задолго до начала войны. А с ее началом Журавлев и компания стали теми, кто последовательно призывают к геноциду, к массовым убийствам. Существует масса провластных движух, под которые втихаря подписывают блогеров и прочих публичных граждан. Но вляпаться в Родину, а тем более выдать им официальный документ от своей организации, это совсем не то же самое, что поучаствовать в пиаре каких-нибудь электробусов сраных. Или даже в пиаре мессенджера Макс. В суде документ от вашей организации в руках партии Родина означает, что вы прям вляпались в кровищу. Если есть какой-то, прям очевидный путь под санкции, под деплатформинг, под жизнь и деятельность исключительно в рамках мессенджера Макс или ВК-видео, то участие в организации, которая выпустила такой документ для суда, это способ верный. Заключение об оценке стоимости размещения, выданное Ассоциацией блогеров и агентств, это единственный документ, которым сейчас может оперировать суд. Все остальное было успешно отбито. Оказалось, что фотография на сайте, претензия к которой была из-за отсутствия выходных данных, вполне себе с выходными данными. Единственная партия, которая прямо выступает против войны, сейчас формально проиграет апелляцию в Верховном суде и будет снята. Миллионы людей потеряют свою партию в бюллетене формально потому, что некая организация блогеров и агентств помогла мерзейшей партии Родина их кандидата снять, их партию снять. Формальная сторона дела выглядит именно так. Партия Родина с помощью Ассоциации блогеров и агентств сняла с выборов единственную антивоенную партию. Кто конкретно решил сделать организацию инструментом в руках настоящих фашистов, это вопрос отдельный. Факт заключается в том, что каждый, кто находится в списках этой организации, попал в очень поганое положение. Его именем для гнуснейшей абсолютно подлости воспользовались худшие люди страны. Вырулить из этой ситуации пока еще можно. Можно выйти из этой ассоциации. Можно явно объявить о своей позиции. О том, что к этой подметной бумажке вы не имеете никакого отношения. Что написано там полная ерунда, ведь обычную сетевую активность невозможно оценивать рекламными метриками. Сделать это нужно как можно скорее. До того, как случится апелляция, случится она в понедельник утром. Дальше, если Яблоко окончательно снимут по этому смехотворному основанию, это уже станет вашим личным фактом биографии. Вы сняли единственную антивоенную партию на пару с депутатом Журавлевым. Задним числом никто не будет разбираться, что вы там знали, а что нет. Есть другой простой, понятный и честный способ выхода из этой ситуации. Ассоциация, либо кто-то из ее руководителей может подписать новый документ, который разъяснит для апелляции, честно и спокойно, правду, что эта записка понята была судом неправильно, что указанные в записке суммы лишь гипотетически возможная стоимость публикаций,
а никак не доказанные траты партии денег на выборах. Что АБ это не проверяла платежки, не устанавливала факт оплаты и суммы реальных контрактов. Поэтому на основании бумаги никак нельзя делать вывод о тратах мимо избирательного фонда, который написан в решении суда. Прошлый документ составлен очень хитро, он никем не подписан. Подпись стоит неразборчивая, никакого имени там нет. Что за эксперт? Или вообще кто подписант? Непонятно, никто не знает. Поэтому тут, по аналогии, документ может подписать любой из руководителей АБА. Кто угодно, кто указан вот здесь на сайте, в разделе «Руководство», или руководители рабочих групп. Я вчера специально нашел их контакты и многим из них написал лично. Предложил это сделать, разъяснил ситуацию. Конечно, в идеале это должна сделать формальный директор организации. Но я ее погуглил, эта фигура странная. Юлия Арслановна Козлова указана как исполнительный директор и имеет какую-то непонятную биографию. Зато понятную биографию имеют Максим Перлин, глава агентства Blacklight, Юлия Долгова, Татьяна Иванова и Петро Шакшеев. Гоша Лакшаков, он руководитель рабочей группы Блэклисты, чего бы это ни значило. Анастасия Фоминых, Юлия Белая, Александра Челенко, Алексей Парфун. Все эти люди – руководители крупных рекламных агентств. Все они указаны как руководители направлений, и любой из них может подписать бумагу. Дальше уже суду придется разбираться, что происходит. Почему есть неподписанная справка, а также есть подписанная одним из руководителей бумага, объясняющая, что так выводы справки трактовать нельзя. Я понимаю, что сделать это сложно. И мне жаль, что мне тут пришлось перечислить имена. Я не люблю так делать. Эти люди не негодяи, не какие-то ужасные. Скорее всего, их подставили. Но можно все исправить. Назвался груздем, полезай в кузов. Если вы члены общественной организации, которая участвует в таком крупном и значимом политическом действии, как снятие яблока, то, к сожалению, вы будете публично обсуждаться. И вас будут призывать исправить то, что сделано. Еще я хочу обратиться к блогерам, которые указаны на сайте этой ассоциации, которые, видимо, обслуживаются у агентств, руководители которых вот в руководстве ассоциации. Выскажитесь про произошедшее. Поговорите с теми, кто вас зазвал туда, чтобы они исправили все. Дима Масленников, Вики Шоу, Вилсаком, Эдисон, Катя Адушкина, Катя Клэп, Папоша, Петя Полосков, Николай Дубинин. Это те, кто указан на сайте, и те, кто работают с этими агентствами. Есть с кем поговорить. Весь список указан на сайте этой АБы, я оставил в описании. Если вы смотрите этих блогеров, вы можете к ним обратиться. Опять же, это не они виноваты, не они сняли яблоко. Они не негодяи. Я не призываю как-то их там травить или еще что-то типа того. Я призываю спокойно, вежливо к ним обратиться и попросить поговорить со своими агентствами, с руководителями своих агентств, чтобы они исправили то, что произошло. Всех подставили. Никто не негодяй, но можно исправить. В своем телеграм-канале, ссылка на который тоже вот в этот раз есть в описании, я опубликовал эту справку полностью, вы можете ее посмотреть, для истории просто, и составленный мной вместе с электоральным юристом текст адекватного письма, который можно было бы подписать и послать. Там можно найти оба этих документа. Можно подписать, передать адвокатам яблоко. Или мне. Я найду, куда передать его. Такого рода позиция – просто разъяснение той бумажки, которую суд неправильно понял. Бумажки, которая никакого отношения к вам не имеет, насколько контринтуитивным это бы ни казалось, это не опасно. Это не дело о терроризме или экстремизме. Это просто административный спор о снятии партии по беспределу с выборов. Это не такого рода дело, прикосновение к которому грозит вам какими-то последствиями. Вы оказались втянуты в чужой замес, помимо своей воли. А втянули вас туда потому, что организация просто под руку попалась. Потому что нужно, чтобы бумажку такую подписала контора с названием, типа «Всесоюзный совет блогеров». Так наша система устроена. Запрещали бы книжку, брали бы бумажку от Союза писателей, а под херней, связанной с интернетом, должны быть люди, у которых на печати написано что-то про интернет. Бюрократия так работает. Люди с бумажками хотят работать с теми, кто может выпустить бумажку.
Персонально на вас тут всем пофиг. Организаторы этого позорища сами не знают, кто в этой ассоциации состоит, чью карьеру и репутацию они походя решили сжечь. Никто за разъяснение для апелляции этой аналитической записки вас преследовать не будет. Это и понятное, гражданское, адекватное действие, ведь явно видно, что суд записку неправильно понял. Ну и вы решили разъяснить, что тут такого, как к вам привязаться. На свою карьеру и репутацию должно быть не пофиг только вам. Ведь система эта кончится. А эти события, то, что вас в них втянуло, и то, что вы не высказались, когда время пришло высказаться, это останется. Когда будут разбираться, кто там участвовал в снятии яблока, вы окажетесь в списке. Пусть государство творит свои гнусные дела эти руками гнусных людей. На это вы повлиять не можете. Но вы можете сделать так, что это не будет от вашего имени. Зайдите в мой Telegram, чтобы посмотреть все документы. До завтра.